Еще хочу показать упражнение на замыкание колена буквально по-разному. На каждую ногу. Вот из этого положения тоже Дима на выдохе толкает в живот, как будто бы хочет помочиться, либо потужиться, да? Встать, подняться. Тем самым напрягается пресс, низ живота передает напряжение в бедро, бедро передает напряжение в колено и выталкивая тем самым ногу, вы ее выпрямляете. А выпрямление есть замыкание коленного сустава. Еще разок. Ох, то есть он толкает, а я плавно даю ему ее выпрямить. Значит, тоже сейчас не толкай, ничего не делаем. Если нога находится под углом 90 градусов, то в этом случае она имеет собственный вес, да, и даже Дима не напрягаясь, да, она раз и уходит в сторону. Еще такой момент, когда он толкает, нужно удерживать бедро тоже не отведенное наружу, как лягушка, да, а в прямом положении, чтобы ножка была, чтобы напрягалось правильно бедро и передавало напряжение на колено. Вот в таком положении. Из этого вот положения, когда нога развернута к наружу, да, вот это выпрямление делать не нужно. Так, далее. А ты не сделал только что. Я показала, и ты же не напрягался, а в расслаблении был. Можно вот эти вот движения, их делать можно. Их можно выполнять как круговое обращение для тазобедренного сустава. А именно в напряжении не нужно, иначе ну, как бы не те волокна будут задействоваться в мышцах бедра. Далее, когда вы ногу заводите больше, чем под угол 90 градусов, вот здесь вот идет самое максимальное напряжение на толчок, тем самым тренируясь бедро. Пробуй. Вот, до угла 90, а дальше ему уже чуть добавить только нагрузки, и нога с собственным весом выполняет выпрямление. А мы продолжаем со второй ножкой выполнять растяжку. На подвесах у нас есть похожее упражнение. Да. И на мяче есть похожее. На подвесах, на мяче. Я просто объяснила структуру выполнения. А можно заменить мою ногу мячом, фитболом, да? Можно повесить на резинку, придумать все что угодно.